Привет, 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 песеры, с вами Морж, пятница у нас на календаре, а значит самое время открыть эпиков Барселоны. Наконец-то до Konami дошло, что все-таки шоу-таймы это, мягко говоря, не сильно интересный контент для наших игроков, и они наконец-то вернулись к эпикам и биг-таймам. Тем более Барселона популярна, значит Big Time у нас ЭТО с прекрасным стилем охотник за голами, крутым умением атаковать и реализацией сходу, крутой скоростью и ускорения сходу. Короче, карточка максимально приятная. Вот у ЭТО это редкость в нашей игре, именно в 23-й части вообще по карточкам, но у ЭТО карточка максимально приятная, при этом стабильная физическая форма. Кстати, ЭТО на полной прокачке с сыгранностью будет 100. Дальше у нас гениальный Хави, 98 будет на максимальной прокачке с сыгранностью, отличная дрибла, отличный пас, штрафные, в общем, стандартненький такой Хави со стилем дирижер. Также обладает стабильной физической формой, что очень важно в нашей игре, и не перегружен финтами, что тоже очень важно в нашей игре. Ну и первый раз появляется у нас вратарь от Барселоны, Виктор Бая, португалец, 97 он будет иметь на максимальной прокачке. Собственно, с стилем 100. Удивительный рост, 184 сантиметра для обороняющегося вратаря. Это не так уж много, но при этом тоже стабильная физическая форма, что очень даже хорошо. Как видите, один пак открыт, 149 игроков у меня еще, 8360 золота. Ну, посмотрим, может, чего хорошего из этого всего с первого же пака. С первой же десяточки я ловлю эпика, жалко не бигтайма, давайте смотреть, кто это. Ну, конечно, само собой, мне нужны все отсюда. Не сильно я верю, что 8000 на это хватит. А кто-то мне тут донатик закинул. Это, собственно, на пополнить 840 монеточек. Да, если вам нужен донат на мобилку с российских карт, то пиши мне в личку в Телеграме, ссылка в описании, в закрепленном комментарии, там еще другие полезные ссылки. Пиши, помогу тебе с этим. Ну ладно, я думаю, человек подождет, пока я допишу ролик, а потом 840 монет по акции я ему и закину. Ладно, пока что так, у нас следующий пак прошел ничего. По 10 удобно, мега удобно открывать. Здесь, конечно, Konami за это все дело спасибо. Что хочется сказать по игрокам. Хави очень хороший центральный полузащитник, да, не особо умеющий в защиту, но при этом дрибла, пас, он, мягко говоря, приятный на поле. ЭТО, мягко говоря, даже больше, чем приятный на поле, он классный на поле. У него не слишком хороший баланс, не слишком хорошая дрибла, но играть им очень просто. Он максимально быстрый, у него класснейшее умение атаковать и реализация. Вот это именно простая карточка для игры без выдрючивания, назовем это так. Ну, Баю, само собой, я еще не тестировал, первый раз он у нас в игре. Да, и вратари сами знаете, что это такая очень субъективная субстанция, где-то тащит, где-то не тащит. Сказать прям супер, какой вратарь у нас в игре, я бы, ну, наверное, не решился. Потому что я скажу про одного, кто-то мне напишет, а у меня он вообще не тащит. И я соглашусь с этим человеком, так тоже может быть на самом-то деле. У меня, по крайней мере, хороши Донарума, хорош Куртуа, хорош Облак. Вот я их бы выделял. Причем что обычные карточки, что специальные карточки. Следующий эпик. Следующий эпик уже на базе. Блин, неужели мне может, ну, шанс есть, что мне хватит того золота, которое у меня было на аккаунте, чтобы выбить всех троих. Само собой, это Хави. Тут как бы вариантов других нет, потому что у бигтайма больше немножечко рейтинг, и если бы был ЭТО еще в этом паке, то у нас загорелись бы коричневые, собственно, полосочки. Ну, Хави это тоже хорошо. Надеюсь, Konami не будет возвращаться к этим шоу-таймам. Походу, они все-таки немножко подбили отчет, поняли, что не особо они людям интересны. Давайте, не знаю, на ЭТО поклацаем. Тут у меня одна крутка всего. Одна крутка на 10 паков, чтобы этого ЭТОшечку поймать. А вдруг? Нет, а вдруг не будет. Так вот, Konami подбили отчет на экономически, что не сильно хорошо этих ребят покупают, и, собственно, решили вернуться к эпикам. Я вам, как человек, который донатит другим людям, могу сказать, реально не сильно хорошо покупают этих шоу-таймов. Там реально раз в 5, наверное, поток золота по четвергам уменьшился, потому что люди просто развели руками и такие: Konami, а объясните нам, зачем мы должны их хотеть? Объясните нормальным человеческим языком. Но вы знаете, Konami ничего не объясняла, поэтому люди просто банально не видели смысла в этих шоу-таймах. Ладно, закинули еще денежек. Этого все равно нужно добивать, почему бы и нет. 12 800 золота еще залетело. Ну и тут, конечно, я, если что, докручу до конца. Если, конечно, мне, собственно, Konami сделает большую бяку и заставит вообще всех игроков выкрутить. Но, надеюсь, не заставит.
следующий пак, а вот оно это он. Ну что ж, 29, да, получается, игроков в паке у меня осталось. То есть, по сути, за 121 пак я ловлю всех трех. Не выдающийся результат, но, с другой стороны, и не 150 мне ЭТО выпадает. Вы знаете, у меня были такие пак-опенинги, где прям не везло. А с другой стороны, у меня не было прям таких жестких пак-опенингов, когда там, не знаю, паков за 30 выпадали все три. Пока что рекорд у меня 55. Вот это было самое меньшее количество, это был мадридский Реал. Ну, может, когда-нибудь я смогу его побить. Пиши, открывал ли ты эти паки или нет, может, кого поймал вообще с одного пака, с удовольствием тебя с этим делом поздравлю. Если нужен донат, пишешь мне в личку в Телеграме, с этим делом помогу. В общем, все по стандарту, завтра видос будет, так что далеко не разбегаемся. На этом прощаюсь, с вами был Морж, до новых встреч, пока-пока.